Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Необычный хлеб у нас сегодня. 3 яйца и столовую ложку сахара взбиваем 5 минут до пышной структуры с помощью миксера. Можно использовать обычный ручной венчик, но понадобится больше времени. Яйца комнатной температуры. Все ингредиенты вы легко найдете в описании, они там указаны не только в граммах, но и в ложках и стаканах для тех, у кого нет весов. 300 граммов муки просеиваем в глубокую миску, высыпаем чайную ложку мелкой соли и 5 граммов сухих дрожжей. Эти дрожжи можно добавлять вместе с мукой. Если в инструкции написано, что их необходимо развести в воде, то, конечно же, сначала разводите их в теплом молоке и только потом добавляйте в тесто. Теперь добавляем взбитые яйца с сахаром, 110 граммов теплого молока, это ровно половина стакана, и ровно половина того же стакана сметаны, по граммам выходит 120 грамм. Во всех наших рецептах используется стакан объемом 200 мл, но сметана выбрана с жирностью 15%. Хорошо перемешиваем для более равномерного распределения всех ингредиентов и только затем начинаем замешивать тесто, подсыпая еще муку. Понадобится 200 граммов дополнительно плюс-минус. Добавляем только порциями. Не спешите всыпать всю сразу муку, так как мука может отличаться. А с таким липким тестом можно действительно добавить ее больше, чем требуется. И посмотрите, какое оно получается. Липкое, похоже по структуре на кефирное, но при этом держит хорошо форму и не расплывается в стороны. Руки помоем от остатков теста, смазываем их маслом. И еще раз посмотрите, какое оно должно быть. Достаточно липкое. Тесто накрываем всего на 30 минут, ставя в теплое место. Конечно, за это время оно не слишком поднимется, так и должно быть, не переживайте. Оно по-прежнему остается липким, и для его разделки мы будем использовать не муку, а масло. Точнее, 2 вида масла. Один к одному смешиваем масло растопленное сливочное и растительное масло без запаха. Смазываем поверхность стола, чтобы слегка обвалять в нем тесто и избежать прилипания в дальнейшем. Разделим на 4 равные части. На хорошо смазанной поверхности, чтобы тесто не прилипало, растягиваем руками каждый кусочек теста в тонкий прямоугольник. Даже если местами тесто будет рваться, это не страшно. Можно даже некоторые кусочки теста слегка поливать, если тесто прилипает. Как видите, тесто очень мягкое и тянется просто. Конечно, скалкой раскатывать его не получится. Смазываем смесью масел первый пласт теста и на него накладываем второй. Растягиваем третий кусочек. Снова смазываем предыдущий пласт и на него следующий. Все это завершаем 4-м слоем теста, также тонко раскатанным. Растягиваем еще все вместе, чтобы получить большую длину. Смазываем и с этой большой стороны скручиваем все тесто в плотный рулет. Рулет перекручиваем и сворачиваем, так называемой улиткой. Пряча кончик вниз, переносим хлеб, укладывая по центру в форму для выпечки. Кстати, если форма не стойкая, то лучше использовать пропитанный пергамент. Заготовку хлеба накрываем. Разогреваем духовку за это время на 200 градусов. Перед выпечкой прошло 15 минут. Еще раз надавливаем на тесто, чтобы сделать хлеб более тонким. Так он лучше пропечется. И сразу же отправляем в горячую духовку. Выпекаем 35-40 минут. Кстати, не спешите его рано доставать, так как за 20 минут верх начнет уже подрумяниваться.
Только если уже будет точно гореть, это особенность вашей духовки, тогда просто прикройте хлеб фольгой или снизьте температуру. Скорее взгляните, какой хлеб получился у нас пышный, ароматный и красивый. Конечно, аромат вам не передать через экран. Даем ему остыть на решетке, слегка смазывая поверхность маслом, то, которое у нас осталось. Давайте пробовать. Это адыгейский хлеб, слоеный и очень вкусный. Корочка румяная, хрустящая, аромат действительно превосходный, пахнет сливочным маслом и сдобой. Внутри много слоев, волокнистая структура. Но благодаря двум видам масла тесто обрело не только сливочный вкус, но и не получится твердым после остывания за счет растительного масла. Советую. Удачной вам выпечки. Пока!